Майя Бальдони жила тихой, уединенной жизнью в своем доме за пределами Хьюстона, штат Техас. В свои 37 лет этот офицер полиции пережила больше несчастий, чем радостей, но она оставалась добрым и отзывчивым человеком, готовым бороться за то, чтобы творить добро и защищать тех, кто в этом больше всего нуждался. Ее любовь к своей работе и обществу была сильнее любых личных травм. Майя всегда была готова помочь, независимо от того, кто в этом нуждался, когда и где. Ее преданность делу как офицера полиции была безграничной, и все сообщество было благодарно ей за это. Тем не менее, несмотря на то, что Майя была отличным человеком и, вероятно, лучшей в своей работе, она также страдала, и ее прошлое преследовало ее ежедневно, хотя никто об этом не знал. Она не всегда жила в Техасе, поэтому никто на самом деле не знает, какой была ее жизнь до того, как она приехала туда, и она не всегда была одинока. У Майи была счастливая жизнь и семья, даже мать. Но теперь все это стало частью прошлого, о котором она не осмеливалась говорить. Боль от потери единственного сына и мужа была так велика, что она была вынуждена покинуть дом и начать новую жизнь вдали от дома, пытаясь стать кем-то другим, чтобы оставить позади столько страданий. Но жизнь не всегда идет по плану, и даже не осознавая этого, этот офицер полиции столкнется с самым сложным делом в своей карьере и заставит ее встретиться лицом к лицу со всеми призраками ее прошлого, вернув ей радость, любовь и иллюзии, которые, как она думала, она потеряла навсегда. С момента своего приезда в Техас Майя настояла на том, чтобы заступить на ночную вахту. Никто не хотел проводить ночи в патруле, плохо высыпаясь, и не имея возможности проводить больше времени со своими близкими. Поэтому, когда она предложила продлить эту смену на неопределенный срок, никто не стал возражать. В конце концов, ночью в городе было намного тише, чем днем, и в тишине и темноте Майя обрела покой, которого так жаждала. Но вскоре все изменилось, и полицейскому пришлось столкнуться с тайной, которая полностью изменила всю ее жизнь. Была почти полночь, когда Майя припарковалась на обочине дороги, чтобы сходить выпить горячего кофе в кофейню на углу. Это было ее обычное занятие, которое она любила выполнять, чтобы не заснуть всю ночь напролет. А еще она воспользовалась возможностью немного поболтать с владельцем и отвлечься от собственных мыслей. За эту неделю температура резко упала, в Хьюстон пришла зима, и на улицах почти никого не было видно. Майя направлялась к своей полицейской машине со свежесваренным кофе, когда увидела нечто такое, что заставило ее остановиться как вкопанную. В прачечной самообслуживания на другой стороне улицы работал маленький мальчик, который стирал белье. Майя привыкла видеть там людей поздно вечером, поэтому Сначала она не придала этому особого значения, но было в этом что-то странное, что не давало ей отвести взгляд и сесть в машину. Полицейский несколько минут стоял перед дверью прачечной, наблюдая за ним. Его лицо выдавало усталость, а худоба его маленького тела навела ее на мысль, что он, должно быть, не очень упитан. Он, наверное, ждет своих родителей. Я не должна так сильно волноваться. Он не первый ребенок, который помогает своим родителям по хозяйству, подумала женщина-полицейский, пытаясь отогнать негативные мысли, которые начали зарождаться в ее голове. Ее опыт работы в правоохранительных органах научил ее замечать неприятности раньше других. И в тот момент, наблюдая за тем, как 6-летняя девочка аккуратно складывает белье и укладывает его в стиральную машину, она почувствовала, что стала свидетельницей чего-то очень серьезного. Но реальность такова, что все, что она видела в тот момент, это маленького ребенка, стирающего белье в прачечной самообслуживании. Может быть, 1000 причин, по которым он оказался там, и многие из них исключают необходимость вмешательства полиции. Я лучше продолжу свой обход
и забуду об этом. Иногда я вижу неприятности там, где их нет», — сказала она себе, садясь в патрульную машину и делая большой глоток кофе. В ту ночь агент Балдони продолжила свою работу и забыла об этом, но очень скоро она обнаружила, что истинная причина, по которой этот ребенок был в прачечной в полночь, была другой. И с этого момента она не сможет смотреть в другую сторону и продолжать заниматься своим делом, как прежде, если бы ничего не случилось. На следующий день Майя вернулась на то же место и сделала точно то же самое, что и накануне вечером. Она припарковалась на улице рядом с прачечной самообслуживания, заказала горячий кофе, поболтала несколько минут с владельцем заведения и вернулась к своей машине, готовая отправиться на ночное дежурство, надеясь, что ей не будут слишком часто мешать. Но что-то мешало ей. Возвращаясь к машине, Майя не удержалась и заглянула в прачечную, и, к ее удивлению, там снова был вчерашний парень. «О, этого не может быть! Снова этот мальчик!» — воскликнула она. Действительно, маленький мальчик снова сидел перед одной из стиральных машин с отсутствующим взглядом. Казалось, он устал не меньше, а то и больше, чем накануне вечером. На нем была та же одежда, что и накануне, Дор, а в руках он держал красный пластиковый пакет, в который накануне она видела, как он складывал свою чистую одежду. Майя подошла поближе, чтобы получше разглядеть через стекло, в поисках других людей, которые могли бы объяснить присутствие ребенка в полночь в прачечной самообслуживания, но никого не увидела. И это заставило ее забеспокоиться. Очень даже. Бальдони был убежден, что этот ребенок не может быть там один, и что в любой момент его отец, мать или какой-нибудь другой родственник могут войти в дверь, чтобы помочь ему и забрать домой. Но этого не произошло. Она провела в ожидании у машины больше часа, ни на секунду не выпуская ребенка из виду. В любой другой ситуации она бы действовала без колебаний и уже была бы внутри прачечной, показывая свой бейдж и требуя объяснений, но в данном случае все было иначе. Майя итальянского и мексиканского происхождения эмигрировала в Техас в поисках лучшей жизни. Ее семья всю жизнь боролась за то, чтобы найти себе место в стране, где не приветствуют чужаков. Она лучше, чем кто-либо другой, знала, как трудно семье иммигрантов иметь дело с полицией, какой бы незначительной ни была проблема – дом. Она знала, что если мальчик увидит ее, то подумает, что она пришла забрать его из семьи. Он убежит, и она не сможет узнать правду об этой истории. И это было последнее, чего она хотела. Она ждала и ждала. Было 3 часа ночи, а мальчик все еще сидел там, неподвижно, с красной сумкой на коленях. Он что, заснул? Майя задумалась и подошла поближе, чтобы проверить, спит ли ребенок. Но когда она была всего в 10 метрах от прачечной, у нее сработала полицейская рация. Было слышно, как кто-то предупредил о беспорядках на главной улице. «Пожалуйста, попросите ближайшего полицейского выехать на место и проверить, что происходит». Майя находилась в 5 минутах езды от этого места и знала, что больше некому будет оказать помощь в чрезвычайной ситуации. Она не могла проигнорировать приказ. Она неохотно села в свою полицейскую машину и приехала на вызов. «Офицер Бальдони, я сейчас приеду. Конец связи», — воскликнула она, заводя двигатель и в последний раз заглядывая в прачечную самообслуживание. В ту ночь Майя была занята до самого утра, и к тому времени, когда она захотела вернуться в прачечную, уже рассвело, и ей нужно было ложиться спать. Но офицер полиции была полна решимости выяснить, что происходит с этим мальчиком, и она не собиралась так легко забывать о нем. На следующий день она вернется туда и будет искать ответы, даже если для этого придется подойти к мальчику и попытаться поговорить с ним. Но на следующий день Майю ждал сюрприз, когда она пришла в прачечную в полночь и обнаружила, что ребенка нигде нет.
Первое, что она почувствовала, когда не увидела ребенка, было облегчение. Очевидно, это было всего лишь мое воображение, и ребенок оказался здесь просто под влиянием момента. Многие семьи предпочитают пользоваться услугами прачечной ночью, чтобы избежать толпы и любопытных взглядов других клиентов. Я уверена, что сейчас он дома, счастливо и безопасно спит со своими родителями. Я всегда слишком волнуюсь и делаю поспешные выводы. Мне лучше продолжить свой обход и забыть об этом раз и навсегда», — сказала себе агент, облегченно улыбнувшись, и вернулась к своей работе. Но облегчение, которое испытала Майя, длилось недолго. На следующий день Майя проснулась рано, чтобы совершить еженедельную покупку продуктов в соседнем супермаркете. Она мало спала, но ей нравилось вставать пораньше и максимально использовать свое свободное время, прежде чем снова надеть форму и начать борьбу со злом. Она уже подходила к супермаркету, который находился всего в 10 минутах ходьбы от ее дома, когда полицейский увидел нечто такое, что лишило ее дара речи. Прямо через дорогу от супермаркета находился общественный центр, предлагавший продукты питания и другие ресурсы для нуждающихся. Майя сама несколько раз делала там пожертвования, чтобы помочь неимущим в этом районе, но меньше всего она ожидала увидеть очередь за завтраком из прачечной самообслуживания. «Этого не может быть! Опять этот ребенок!» Женщина-полицейский выругала себя, глядя на ребенка, который с удрученным видом ждал своей очереди. Ребенок был одет в ту же одежду, что и в предыдущие дни, и выглядел очень неопрятно. Было очевидно, что ребенок несколько дней не мог ни принять душ, ни нормально выспаться, не говоря уже о голоде, от которого он, должно быть, страдал. Он был очень худым и бледным, что заставило ее заподозрить, что маленький мальчик, возможно, болен и нуждается в медицинской помощи. Увидев его там, ожидающего горячего ужина, она была очень расстроена. Она не могла поверить, что такой маленький мальчик был так одинок в этом мире, что ему пришлось отправиться в такое место и что никто из взрослых раньше не смог ему помочь. Полная решимости помочь ему и разгадать тайну, окружающую этого ребенка, Майя ворвалась в общественный центр и решительным шагом направилась к мальчику. Ее долгом было помогать обществу, и было ясно, что она нужна этому ребенку. Но агент понятия не имела, как она сможет это сделать и насколько это будет сложно. При входе она не представилась полицейским, чтобы никого не напугать и не вызвать хаос. Это было место, полное людей без средств к существованию, которые боялись властей, поэтому привлекать к себе внимание было не в ее интересах. Она встала прямо за спиной мальчика и подождала, пока он позавтракает, прежде чем подойти к нему. Мальчик сел за один из самых дальних столиков и проглотил свой завтрак всего за пару минут. У Майи упало сердце при виде того, как он ест. Боль от того, что ребенок остался один в таком месте, не поддавалась описанию. Как мать и офицер полиции, она не могла смириться с мыслью, что ребенок может остаться в этом мире без поддержки. Это была самая большая несправедливость, которую она могла себе представить, и она была полна решимости не допустить, чтобы это продолжалось. Ребенок никогда не должен оставаться голодным. «Он кажется таким одиноким в этом мире», — подумала она, печально глядя на него и подыскивая нужные слова, чтобы заговорить с ним, не напугав его. Она села за стол, ближайший к его столу, и прочистила горло. «Привет, малыш. Как тебя зовут?» — спросила Майя спокойным голосом. Мальчик уронил кусочек круассана, который держал в руке, и в ужасе посмотрел на нее. Именно такой реакции Майя и хотела избежать, но это было невозможно. Мальчик, должно быть, был травмирован чем-то, что случилось с ним недавно, потому что как только Майя попыталась подойти к нему, он вскочил из-за стола, схватил красный пластиковый пакет, лежавший рядом с ним, и выбежал через заднюю дверь общественного центра. Майя попыталась последовать за ним, но мальчик был очень быстр и исчез из виду меньше, чем за минуту. Она искала его по всей округе почти час, но мальчика нигде не было видно, и никто, казалось, ничего о нем не знал.
Измученная и смирившаяся, Майя вернулась в общественный центр, где она нашла его, и там кто-то сказал ей нечто такое, что заставило ее занервничать еще больше и заставило осознать серьезность ситуации. Не утруждайте себя поисками. Луке всегда удается ускользнуть. Я уже несколько недель наблюдаю, как он убегает от любого взрослого, который подходит слишком близко. Я единственный, кому удается поговорить с ним, не спугнув его. Хотя, к сожалению, я тоже мало что знаю о его истории. Я знаю только его имя и то, что он ждет, когда его отец придет за ним. Рассказал ей старик, которого она, помнится, видела раньше в очереди на завтрак. Первый. Его зовут Лука, и у него есть отец, который его разыскивает. Это очень хорошая новость. Я могла бы начать расследование в отношении него. Начала говорить Майя, но старик перебил ее. «Не беспокойся, моя дорогая. У него есть отец. Но, как я понимаю, он умер 2 месяца назад от сердечного приступа. Мальчик не смирился с этим и продолжает ждать его здесь каждый день, потому что он сказал ему, что заберет его оттуда после выполнения поручения. Но он так и не вернулся», — объяснил он с большой грустью. В голове Майи все начало складываться воедино. Этого мальчика, Луки, не было в прачечной, где он стирал вещи для своей семьи по ночам. Он был там, чтобы найти убежище и теплое, тихое место для сна. И она подумала, что ей следует подождать и перестать видеть неприятности повсюду. Какой же глупой она была. Когда Майя поняла, что происходит, она не смогла сдержать слез. Этому мальчику едва исполнилось 6 лет, а он уже был совсем один на свете. Лука, вероятно, страдал от очень серьезной травмы, которая мешала ему смириться со смертью отца, и он очень боялся, что полиция депортирует его в свою страну, потому что он был иммигрантом. Вот почему он все время прятался и убегал от взрослых. С того самого момента Майя точно знала, что ей нужно делать, и не собиралась терять ни минуты на достижение своей цели. Но чего она не знала, так это того, чего она в конечном итоге достигнет, пытаясь помочь этому ребенку, и как изменится ее жизнь за считанные дни. Большое вам спасибо за то, что рассказали мне все это. Я точно знаю, где найти Луку и что сделать, чтобы помочь ему снова стать счастливым мальчиком, сказала Майя старику, пожимая ему руку в знак благодарности. В тот день Майя не могла ничего делать, кроме как думать о Луке и о том, как лучше ему помочь. На самом деле, она уже делала это раньше. Она сама работала со случаями, когда дети-сироты без документов попадали в приемные семьи и теперь жили счастливо и безопасно, как американские граждане. Если бы она смогла найти Луку и завоевать его доверие, возможно, у нее появился бы шанс, и она могла бы предложить ему жизнь, которой заслуживает любой ребенок. Но все пошло не так, как она себе представляла. В тот вечер Майя вовремя отправилась в прачечную самообслуживание. Часы на ратуше как раз собирались пробить полночь, когда полицейская машина припарковалась на своем обычном месте, и Майя высунулась из окна, чтобы заглянуть внутрь заведения на другой стороне улицы. Все было именно так, как она себе и представляла. Лука лежал на сиденье в прачечной, совсем один, сжимая в руках красный пластиковый пакет, который он повсюду носит с собой. Майя перевела дух и решительным шагом вошла в прачечную. Она постаралась производить как можно меньше шума и села рядом с креслом, где крепко спал Лука. Несколько минут она молча смотрела на него. Глядя на него, она чувствовала себя спокойно, потому что Лука очень напоминал ей ее сына, ее маленького сына. Макс. Вид его спящего там, не обращающего внимания на окружающую опасность, напомнил ей о последних мгновениях, которые она провела со своим сыном в больнице. И именно по этой причине, чтобы почтить память своего маленького мальчика, она не собиралась позволять Луке страдать. Но прежде чем это произойдет, Майе придется столкнуться с новым испытанием. Внезапно одна из стиральных машин запищала, оповещая о завершении стирки. Звуковой сигнал разбудил Луку, который, поняв, что он больше не один, и что женщина, которая преследовала его утром, была рядом, вскочил со своего места и побежал к выходу.
«Не трогайте меня! Мой папа приедет и заберет меня! Уходи!» – закричал Лука, выбегая на улицу на полной скорости. Но Майя не собиралась позволять ему снова уйти и побежала за ним. Они бежали больше 10 минут, пересекая на полной скорости весь город. Майя подбиралась все ближе и ближе к мальчику и была уверена, что скоро сможет догнать его и помешать побегу. Но случилось то, чего она никак не ожидала. Внезапно Лука остановился и, прижав руку к груди, рухнул на землю. Майя подбежала к нему и спросила, что случилось. Мальчик смог только сказать ей, что у него сильно болит грудь и что ему трудно дышать. «Полегче, малыш, останься со мной», — сказала она, задыхаясь. С бешено колотящимся сердцем и ощущая ужасный страх, Майя позвонила в 911, чтобы отвезти Луку в ближайшую больницу и спасти ему жизнь. К счастью, врачам удалось реанимировать маленького мальчика и стабилизировать его состояние. Но у них не было хороших новостей о состоянии здоровья Луки. Мальчик страдает врожденным пороком сердца. Ему требуется операция и пожизненное медицинское лечение. Если мы не сделаем этого в ближайшее время, у Луки может случиться еще один сердечный приступ, и его сердце этого не выдержит. «Это очень серьезно», — сказал врач Майе. «Вы член семьи? Нам нужно разрешение от кого-то из членов семьи, чтобы продолжить лечение. Если у вас нет визы и действующей медицинской страховки, мы ничего не сможем сделать». «Простите, мэм». У Майи было такое чувство, что голова вот-вот взорвется. Внезапно Лука перестал быть сиротой без документов, которому нужно было найти семью. Теперь ему нужна была медицинская помощь, чтобы спасти его жизнь. И это можно было сделать только как американскому гражданину, у которого есть семья. Как я мог помочь этому ребенку выжить и предотвратить его отправку обратно в свою страну? Майя уже знала ответ, хотя и не была уверена, готова ли к нему. Я – его семья. Пожалуйста, воспользуйтесь информацией о моей страховке для получения необходимого Луке лечения. Я сделаю все возможное, чтобы спасти ему жизнь. Наконец, сказала Майя. Это было нелегко, но с того дня Майя предприняла необходимые шаги, чтобы стать приемной матерью Луки и гарантировать ему лечение, необходимое для выживания и хорошей жизни. Ей также удалось уберечь Луку от угрозы депортации на Филиппины, и, став ее приемным сыном, он стал законным американским гражданином. Со временем Лука полностью излечился от проблем с сердцем, и с помощью Майи и своей новой семьи он смог принять свою новую жизнь и оставить позади всю боль прошлого, которая заставляла его неделями жить на улице.